Гастарбайтеры, зло везде. Значит, приехали мы на завод, куда нам надо. Вышли на вокзале. И говорим, а что, мы же не идиоты, мы можем и разобраться с местными реалиями общественного транспорта. Посмотрели карту, нашли маршруты автобусов. На остановку сели, все. Водителю сказали, вот этот адрес. Водитель начал упорно утверждать, что он туда не едет. Ладно, хер с ним, едем. Едем правильно. От водителя прибегает человек и говорит: не, мужики, вы неправильно едете. Вот, мы туда не едем, вам надо выйти. Мы выходим перед перекрестком, на котором он едет прямо, куда нам и надо. В общем, мы в результате прошли 1,5 километра пешком. Подходим к тому месту, где нам надо, и навстречу этот автобус с этим же водителем. Я рукой машу, спрашиваю, что за херь-то? Он, ой, ну извини, брат. А, русский, кстати. Я говорю, какой тебе брат, блядь, карту учи. Валенок. Жуть. Никому не верьте. Сами все смотрите, сами все проверяйте. Вот мы и пришли. Посмотрим, что тут у нас. Что нам сделали готового. Мы с Игорем заметили, что Германия совершенно одинаковая. Наверное, потому что мы все здесь в районе Баварии обитаем. А Бавария, судя по всему, во время войны была достаточно сильно разрушена. И они ее отстраивали заново. И у них все одинаковое. Вот улочки вот эти магазинные одинаковые, что в Нюрнберге, что в Штутгарте, что в Мюнхене, что там, где мы еще были. Где-то мы еще были. Да вот сейчас были маленькие эти городишки в Фордхайме. В Фордхайме, там еще какие-то. Все одинаковое. Нигде не заблудишься. Ну, фонтанчики такие забавные. И поэтому побывал в одном городе Баварии, считаю, что видел их все. Это такое наше поверхностное мнение. Тепло, солнышко, ну, больше 20 градусов. Лепота. На сегодня мы сделали всю работу, что планировали, и теперь отдыхаем. А завтра мы будем делать другую работу, более сложную. Ох, лепота. Особенно если учесть, что дома сейчас снег вот-вот выпадет. Я уезжал 2 дня назад, у нас было +2, +4. А тут вон народ на травке загорает. Чудесно, фонтанчики. Ротонда такая красивая, старая. Красота. Вот чем хороши поездки. Всегда смена какой-то обстановки, смена деятельности. Все что-то новое узнаешь. Наслаждаемся, в общем. Как говорит одна моя сотрудница, я люблю свою работу. Вчера здесь были вечером, хотели поужинать, и здесь было никого. То есть вообще ни одного человека. А сейчас тут все открыто. И вот этот ресторан, куда мы хотели зайти, мы туда сейчас и пойдем. Игорь Федорович хочет супчику. Не может он без супчика. Типичный русский. Обед. А я вот без супчика могу. Да, ну поем. Не бросать же товарища с супчиком наедине. Нет, написано внимание, ступенька. Уже говорил, но повторю, нравится мне кирхи. Как-то мне спокойнее здесь, чем в православных церквях. Нету напыщенности, назойливости какой-то. Не знаю, мне так кажется.